Друзья, ну как же мне этого не хватало. Посмотрите, грязные номера, грязные машины. Вот что я привез продюсерам Первого канала. Я думаю, если бы соседи увидели, в каком состоянии у меня собака живет, они меня бы вообще расчленили. Если бы вы были в Швейцарии, там все так вырезано. Это так все не по-русски, так все не по-нашенски. Вот это вот называется Россия, щедрая душа. Друзья, всем привет! Я приехал в Москву. У меня суперское настроение. Ужасная погода, дождь, слякоть, ветер просто уносит. Но я так рад, я в России наконец-таки. Погода не лучше, чем в Швейцарии. Я прилетел ночью, заселился в отель и сразу бухнулся спать. Сейчас вот сделал небольшую разведку по району, посмотрел окрестные магазины, все, что есть вокруг, и сейчас двигаюсь обратно в отель. Обычно всегда, когда я приезжаю в Москву, я снимаю квартиры. В этот раз не получилось, потому что у меня был очень ранний прилет. В 2 часа ночи я прилетел. Пока добрался, квартиру мне никто сдать не мог. И я совершенно случайно наткнулся на один отель, который мне очень понравился, о котором я вам сейчас расскажу. По соотношению цена-качество, наверное, это самое лучшее предложение в Москве, которое может только быть. Поэтому сейчас мы посмотрим все это вживую. Друзья, ну как же мне этого не хватало. Посмотрите, грязные номера, грязные машины. Русская машина, русская классика. Вот она, красота, русские автомобили, наконец-то, как я по ним соскучился. Полгода уже в России не был. Вот за такое в Швейцарии сразу штраф $500. Сразу, вот просто без разговоров. И вот поэтому, когда в Россию приезжаешь, вот вы, наверное, может быть, чувствуете, у меня настроение просто супер. Я не знаю, я иду и радуюсь всему, что я здесь вижу. Потому что вот в России ты чувствуешь какой-то запах свободы, запах жизни, запах... вот это вот называется Россия, щедрая душа. Все равно в Швейцарии все такое маленькое, все компактное какое-то. Все друг на друге сидят, все друг за другом смотрят. Здесь вот, смотрите, мужики сидят, смотрят с 3-го этажа. Но мне это так нравится. Вот она, в общем, наша гостиница. Я так понимаю, это бывшее общежитие какое-то, которое переделали в гостиницу. Здесь очень классные номера. Сейчас пойдем все посмотрим вживую изнутри. Итак, все, мы оказались внутри. Вот такое тут небольшое пространство, небольшой коридорчик. В этом же коридорчике у нас есть туалет. Обычный туалет. И тут же сразу у нас душевая. Сегодня я ее уже протестировал. Кстати, привет. Все отлично, водичка хорошо идет. Этот номер называется одиночный эконом. То есть здесь получается 2 номера. 1 и 2 с закрывающейся дверью. И на 2 номера у нас идет санузел. Туалет и ванная комната. Теперь давайте посмотрим, что у нас в самом номере. Ну что, номер очень приличный, небольшой, компактный. Для человека, который приезжает сюда на 5-6 дней, на недельку, это самое то. Этот номер, получается, на буднях стоит 2600 рублей, а на выходных 1650 рублей. Так как я вчера приехал очень рано, в 5 утра, то администрация пошла мне на уступки и засчитала этот номер как половину суток. То есть средняя цена у меня получилась 1904 рубля за сутки, если посчитать вот при расчете на 5 календарных дней. Кстати, здесь очень симпатичный вид из окна, мне понравилось. У нас 4-й этаж. Вот, смотрите, вот это вот Россия, да, окна грязные, все грязно, везде пыль. Но это классно, это шарм, ребята. Если бы вы были в Швейцарии, там все так вырезано, это так все не по-русски, так все не по-нашенски. Кстати, почему-то психологически, когда я приезжаю в Москву, в Россию, я всегда одеваю вот эту кофту. Русский, значит трезвый. И сзади тоже прикольная надпись. Так,
Так что давайте тренироваться. Помните ролик про приготовление соленых конфет? И помните, что я в том ролике говорил, что скоро поеду в Москву принимать участие в одном из телевизионных шоу. Вот что я привез продюсерам Первого канала в подарки. Конечно же, я всем еще привез швейцарский сыр, грюйер. Это вот традиционный, именно швейцарский, что все везут из Швейцарии. Подарки. Ну, тут не только подарки продюсерам Первого канала, тут у меня еще и подарки друзьям и знакомым, и с товарищем, с которым я буду встречаться, и коллегам по работе, так что всем должно всего хватить. Где-то полчаса назад уехала моя тетя, я как раз ее ездил, провожал. Она не захотела сниматься в моем влоге. Лен, ну это я благодарю, что ты приехала, что ты привезла мне гостинцы от бабушки. Бабушка передала мне орехи. В таком мешочке, посмотрите. Финики. Смесь коктейльную. И самый главный, любимый подарок, который она передала, это носки, которые она собственноручно связала. Посмотрите, какая красота. Бабуль, сейчас я на камеру все это открою, пускай вся страна увидит, какая ты у меня молодец и какая ты у меня рукодельница. Вау, да тут не одна пара. Ого, ничего себе, друзья. Вот это вот делает моя бабушка. Вау, белочка. Белочка. Это носочки тоже уже поменьше. Так, смотрим, что у нас есть. Варежки, вообще супер. Опа, и тут какое-то послание. Ванечка, подарок тебе, береги свои ноги, не простужайся, всех благ. Ваша бабушка Валя, март 2019. Бабуль, благодарю тебя от души. Я тебя очень люблю, целую и обнимаю. Как же приятно получать подарки. Наверное, это самое важное, что может быть в жизни, это внимание, любовь и забота окружающих и близких людей. Друзья, моя тетя еще привезла мне мой костюм, в котором я буду участвовать в шоу. Давайте я его сейчас померяю, а вы напишите в комментариях, как он мне, как сейчас он на мне сидит. Я его долго уже не одевал. Посмотрим, в каком он сейчас состоянии. Кстати, вспомнил интересную историю, когда я сам жил в Москве и ездил на машине. У меня была 5 «Жигулей». И я помню, что всю зиму ты ездишь с грязными номерами специально, чтобы тебе не приходили штрафы с камер видеонаблюдения. И все-таки вот как вот в России классно, вот есть всегда какие-то лазейки, как-то можно обойти закон, что-то смухлевать, сделать. В Швейцарии вот сколько я не пытался, ничего не получается. Там настолько продуманная система, что вот шаг влево, шаг вправо, все, расстрел, штраф. И ты раз тебя оштрафовали, второй раз оштрафовали, третий раз ты уже не полезешь в это. В самом начале, когда я приехал в Швейцарию, частенько ездил зайцем, то есть я на автобусе за проезд не платил. И один раз меня поймали контролеры, то есть там невозможно было никуда не убежать, ничего. И оштрафовали на $100 прям там, на 100 франков, да. Оштрафовали прям на месте, это у меня были единственные деньги на тот момент. И все, с тех пор я всегда исправно стал платить за проезд. Один раз был такой момент, привязал Леву на улице, вот возле булочной, да, привязал его просто на улице возле входа. И заходит женщина и говорит, чья собака? Я говорю, моя. Она говорит, завозите его внутрь, потому что ему холодно. А на улице было 15 градусов тепла. Я, конечно, испытывать судьбу не стал, завел его вовнутрь. А сам про себя думаю, он же у меня в домике, когда мы живем наверху в горах. Он вообще у меня на улице постоянно в будке спит. И нормально, и в 0, и в -5, и в -10. Я думаю, если бы соседи увидели, в каком состоянии у меня собака живет, они меня бы вообще расчленили бы. Почему-то, когда на камеру стараешься одеваться, постоянно что-нибудь мешается. Та-да! Друзья, ну как вам? Итак, я жду от вас комментарии, во-первых, как на мне сидит костюм, а во-вторых, постарайтесь угадать, на какое шоу я еду, на какую передачу я поеду вот в этом костюме. Бабуль, я еще раз благодарю тебя за рубашку, за то, что ты ее погладила, за то, что сохранила в чистоте. Она идеально белая, идеально выглаженная. Тетя Лен, благодарю, что ты это все привезла в ценности и сохранности. Друзья, в этом месте не забудьте подписаться на канал, поставить лайк
Ну и, конечно же, написать мне что-нибудь приятное в Инстаграме. Всем пока-пока. Все, друзья, ждите меня на Первом канале.